Как можно любить 15 тысяч рублей? Пыль сосать за копейки. Я бы посмеялся, когда увидел хотя бы одного депутата, который бы на 10 тысяч прожил бы месяц. Когда же это все, сука, кончится? Доход людей не менее 100 тысяч рублей. Больше, сука, ни разу в отпуск не пойду. Замысел, сделал его сам целомерен. Игорь Владимирович, если мы сейчас с вами выйдем на улицу и спросим 10 человек, любят ли они свою работу, то 7 или 8 из 10 вам скажут, что терпеть не могут. Как вам кажется, почему так? Почему так много людей ненавидят работу, на которую каждый день ходят? Да, все очень естественно. Давай вот по порядку. Первое. Например, тебе платят 15 тысяч рублей. Ну как можно любить 15 тысяч рублей? Можно только ненавидеть 15 тысяч. Вот ты ненавидишь. Это раз. Второе. Люди ходят на работу, чтобы, может быть, сегодня им начальник отгрузит какое-то признание, скажет, молодец и так далее. А он опять не отгружает. Вот они на следующий день опять ходят. Может, сегодня. И так они привыкают. Иногда начальник, ругает. Ругает или бьет, значит, любит, да? Есть такая поговорка. Тоже какое-то внимание. То есть люди банально ходят на работу за вниманием, да, вот. И третье. Есть люди, которые зависли в ожидании, когда же это все, сука, кончится. Вот когда эта работа кончится, я в отпуск поеду. Когда это все кончится, вот я отдыхать буду, да, то есть они ждуны. Вот это абсолютные ждуны, которые ходят за нищенскую зарплату и ждут, когда это все кончится. Однако я могу вам прямо сейчас сказать, чем это кончится. Нищая старость, подорванное здоровье физическое, психическое, абсолютно беспросветное существование, абсолютно серая, будничная, неприятная жизнь. Вот чем это кончится. Подумай. И если ты узнал себя в этом описании, прямо сейчас напиши мне в комментарии, что ты узнал себя. А вообще то, что столько людей ненавидят свою работу, это что-то говорит вообще о стране, об экономике страны? Оно абсолютно. То есть как-то в одном из выпусков я назвал Россию общество людей, у которых не получилось. У нас не очень хорошо получается, невзирая на то, что у нас там атомные реакторы, там ракеты, там космос и так далее. У нас не очень хорошо получается хорошо жить, что самое главное. Госдума выступила с инициативой ввести безусловный базовый доход 10 тысяч рублей. Вот эти депутаты, они реально считают, что на 10 тысяч рублей можно прожить. Я бы посмеялся, когда увидел хотя бы одного депутата, который бы на 10 тысяч прожил бы месяц. Да день бы не прожил. Поэтому у меня радикальное предложение. Оно очень простое. Доход людей, граждан Российской Федерации должен составить в Москве и в Питере не менее 100 тысяч рублей. В регионах не менее 60 тысяч рублей. Если работодатель, предприятие, завод не способны заплатить это, государство должно субсидировать эти ставки. Тогда правительство, государство, соответствующие органы будут вместо бесконечных проверок бизнеса вынуждены помогать бизнесу, чтобы они могли платить, иначе им придется из бюджета это доставать. Вот и все. Я предлагаю вернуться к более частной истории. Вот есть конкретный человек, который ходит на нелюбимую работу и хочет что-то поменять. Зарплату ему там пока Госдума не поднимет, все это в будущем далеком. Вот что ему делать? Прямо сейчас с этой работы уходить? Здесь все просто. Во-первых, еще раз посмотреть, есть ли хоть какая-то перспектива там, где ты сейчас. Я не про ту перспективу, как у Шарика там. Знаете, анекдот. Кстати, покажи, что за... наверное, не надо, да, показывать? Что за это плачут на Ютубе. Стоит зайти к своему там начальнику, а лучше к начальнику начальника. Я даже рекомендую зайти через уровень, да, и сказать, слушайте, дайте там дополнительную нагрузку, зарплату поднимите и так далее. Может, какие-то есть проекты другие, может, какие-то должности есть и так далее. По-наглому. Не просительно так вот, нет, а по-наглому так вот, четко, пожалуйста. Хочу дополнительную работу, нагрузку и зарплату побольше, да. Вот. Если он такой молчит, ты сразу говоришь, тогда я, видимо, пойду. Вот. Если он вдогонку говорит, иди нахер, да, ты такой с ветерком и пошел. Вот, в принципе, и нормально, да. Вот. А если он тебя начинает удерживать, ты сразу ставку поднимай. Быкуй дальше, как говорится. Повышай и оставайся на некоторое время. Вот. Но в основном, я думаю, придется покинуть это место.
Ибо работодатели тоже не дураки. Они же такие тертые калачи, они тоже думают, если каждый будет приходить, а мы будем соглашаться, то что? Все придут. Вот, поэтому, когда приходят очередные 10 такие коалиции, да, пришли такие, все, мы увольняемся, там, целый цех пришел, да, обычно начальник что делает? Он первых троих сразу чух-чух-чух, все увольняет, те другие говорят, все, мы пошутили. Те трое говорят, да и мы пошутили, тот говорит, извините, так сказать, вы первые, поэтому все, давайте идите. Ну, и так тоже бывает. С другой стороны, все эти, вот такие вот штуки, они открывают дорогу от латентного рабства. То есть они, отпускают людей, то есть у человека теперь реально на 7 ветрах, он может идти и попробовать разное. И не обязательно в этом селе, в этом городе, в другом городе. Вопрос, почему люди не снимаются с насиженных мест и продолжают ходить и пыль сосать за копейки? Это похоже на рыбака, да, который собрался на рыбалку, пришел, закинул удочку, и там нет поклевок, нет рыбы. Что он делает? Сидит дальше ждет? Или собирает, место меняет, или, может, даже на другое озеро едет, или на другую речку. Конечно, меняет. Это так естественно. А как вообще понять, то место, где ты работаешь, оно перспективное, хорошее, есть там возможность дальше оставаться и, может быть, там пойти к начальнику? Или это вообще не имеет смысла, и само это место гиблое, и надо его покинуть, как болото? Если твоя фирма не развивается, оборот не растет, объем валовой продукции не растет и так далее, или давно не рос, может, когда-то рос, а сейчас не растет. Да? Если кумовство процветает, воровство процветает. Если не приходят классные люди, которым хочется учиться, или они приходят и тут же уходят куда-то, да, или они приходят и, адаптировавшись, становятся такими же сирыми, надо собирать манатки и валить. Бессмысленно приходить к начальнику, даже выступать что-то, дайте работу. Зачем тебе работа в этом болоте? А вы когда видите у своего собственного сотрудника полное нежелание работать, человек приходит, отсиживает 8 часов и уходит, чтобы побыстрее соскочить. Как вы в этой ситуации поступаете? Тут 2 шага простых. Первое, я проверяю все-таки, какая у него зарплата. Потому что если зарплата ниже, чем какой-то уровень, у него принципиально не могут быть закрыты самые бытовые, скажем так, проблемы. Иногда это является триггером для очень плохого настроения, упадничества, стрессов, для всего, для болезней. После того, как я проверил зарплату, я смотрю, на том ли месте находится человек. И иногда люди переросли то место, где находятся. Или им просто уже перестало подходить это место, их просто надо в соседний отдел передвинуть на другую роль, другую позицию и так далее. Бывают ситуации, когда, в принципе, человек доволен своей работой, у него приличная зарплата, но он просто перегорел. Я не знаю, 2 года без отпуска работает по 14 часов в сутки. Здесь что вы делаете, как человек, который принимает людей на работу? Может быть, в отпуск вы гоняете принудительно, может быть, еще что-то? Конечно, сталкиваюсь, событий может быть много, и симптом данного явления – это нет энергии у человека. Глаза потухшие, взгляда нет, чувствует себя не очень. В принципе, отношения с коллегами ухудшаются. Бывает так, что перегорел, устал, надо пойти в отпуск. Также маленькая психологическая неотложка приезжает, говорит, слушай, что, поговорить немножко, предложить в отпуск уйти. Несколько раз у меня было, я принудительно отправлял в отпуск. Был менеджер у меня, он очень хороший менеджер, и 2 года он развивал компанию с темпом роста 150% в год. Это невероятный темп, он был в самолетах 30 раз в месяц. То есть никто чаще него не летал на самолетах. За 2 года он просто выжатый, как лимон был, и в принципе он хотел на 3-й год повторить такое же героическое усилие, но чувствовал он себя как развалина. Да? Мне было выгодно, чтобы он 3-й год тоже сделал 150%. Ему, в общем-то, по деньгам было выгодно, все было хорошо, но он износился, ему требовалось восстановление, да? И пришлось принудительно его отправить. Договорились, пока говорили, на месяц. Он уехал. Через неделю я узнаю, что он страшно заболел. Просто заболел и слег.
в этом отпуске. Я этот случай специально рассказываю для чего? Что лучше не доводить ситуацию до такого уровня, когда износ большой, и тело, организм, душа уже все привыкло работать в таком состоянии. Тогда это как, если ты начал резко голодать, худеть, да, вот резко, или наоборот резко кушать, всегда происходят какие-то плохие симптомы. Здесь то же самое. Лучше, кушать малыми порциями чаще. Какова судьба менеджера? Чем дело-то закончилось? Уехав на месяц, через неделю он заболел, 2 недели он валялся там. Жесткое простудное заболевание, обострившееся на фоне того, что он первый раз за 2 года ничего не делал, грелся на солнышке, на пляжу. Все. Потом еще он неделю отходил, вот так прошел его месяц. Он приехал, сказал: больше, сука, ни разу в отпуск не пойду. В результате мы с ним поговорили, и он уменьшил темп. И ходил малыми отрезками в отпуск, и все стало нормально. Поэтому я стараюсь сам действовать, и своих руководителей, кого я учу, как действовать, да, обучать так называемому профилактическому подходу и даже предиктивному. В основном руководители, конечно, действуют реактивно, то есть случилось — действуем, или как это говорится, задница отвалилась, значит, начинаем ее приклеивать, так сказать, причем не привинчивать как положено, а вот на что есть тяп-ляп приклеивать. То есть надо переходить к профилактическому. То есть какие-то меры профилактики, чтобы реже задница отваливалась. Да? А особо умные руководители, я их учу предиктивно. Что надо сделать, чтобы даже профилактика не требовалась, чтобы жопа не отваливалась. Представляешь, как заранее? Ну и, в общем-то, предиктивный подход следующий. Слушайте, good vibe. Если в организации good vibe, отношения хорошие, это располагает к тому, что будет меньше требоваться профилактики и меньше произойдет аварий. Я сталкиваюсь сейчас с ситуацией, что многие работодатели среднего возраста, они жалуются на поколение Z. Говорят, что они не такие трудолюбивые, что они на первом этапе только приходят на работу, сразу требуют высокую зарплату. Как вы к этому относитесь, что думаете? Я кайфую от этого. Сейчас растет поколение людей, которые реально вообще не используют эту поговорку «с милым рай и в шалаше». В шалаше, да, окей, но это если мы пошли на час в квест, где с милым в шалаш, мы там живем час, да, потом мы вышли из шалаша, и там нам подавай кофе, смузи и все, чтобы было не в шалаше, да. Все. Если раньше я постоянно учил и прям злился очень на то, что мои менеджеры постоянно норовят не доплатить денег. Мы можем не доплачивать, люди соглашаются работать за 30 тысяч. Вот и все. А я постоянно ругал, я говорю, как больше должна быть зарплата. И я нервничал, страшно ругался. И тут эта ситуация с зетами, она лишает меня необходимости больше делать это напоминание. Все. Там, где зеты, там больше нет людей у этих начальников. Нет. Ты либо плати больше, либо нет людей. Все. Поэтому я кайфую от этого. Я вообще считаю, что зеты спасут мир. Зеты не будут реагировать на так называемые установки этого общественного кретинизма. Когда кто-то, используя какие-то догмы, сможет порабощать или заставлять работать на какие-то якобы интересы будущего построения коммунизма или что-то там. Да? Нет, зеты говорят, так, для начала сколько бабок? Нет? Все, я пошел. Молодцы. Очень круто. Поэтому я очень люблю зетов, хотя они мне доставляют очень много беспокойства. Это правда. Я это мой замысел, мерен мой замысел, мой хайфей, это замысел.